прошел уже 1 200 000 километров, говорит, я ничего не делал с двигателем, вообще ничего. Каждый пацан в определенный период своей жизни мечтает стать водителем. Надо сравнить с тем, что у нас было, и с тем, что стало. В стесненных обстоятельствах встречаешься. Нас даже уже фотографировали в таком виде. Мы сейчас про него расскажем все. Вот, что вспомним, что не вспомним, что нафантазируем. Нас поправят. Да, нас, если что, кто-то поправит, кто-то матом покроет. Ну, там по-разному у нас бывает. Привет. Наконец-то Константин сильно-сильно желал увидеть Next тягач 6х4. Видимо, у него было огромное желание, поэтому мы специально для него еще одну купили такую. Просто в каждом пацан, каждый пацан в определенный период своей жизни мечтает стать водителем. Да, понимаешь? Понимаю. То есть даже если он хочет стать космонавтом, там, милиционером, налоговым полицейским, там, не знаю, чиновником, министром, замом, в конце концов, Владимира Владимировича, все равно на определенном этапе до этого, как мечтает стать замом, он мечтает стать водителем. Так, ну давай, что, мы уже делали обзор такой машины с тобой на полноприводном шасси, двухкабинка. Я помню тогда, конечно, восторгов у меня было много. Сейчас, в принципе, восторгов у меня не поубавилось. Ну, кроме того, что прошло с тех пор уже, сколько, год прошел, 2? У меня, видишь, борода снова за это время. Ближайший конкурент машины этой КамАЗ-6520. Вот. Есть еще КамАЗ-65-116, седельный тягач, но там нагрузка на седло меньше, здесь нагрузка на седло 19 тонн, то есть это аналог КамАЗа-6520. Вот. Ну, понятно, что по дорогам общего пользования здесь, в принципе, допустимая нагрузка на седло, ну, тонн 11 с небольшим должна быть, может быть 12, для того, чтобы, соответственно, на заднюю тележку нагрузка больше 16 тонн не получалась. Автомобиль, он будет эксплуатироваться, ну, не всегда по дорогам общего пользования. Ну, то есть вот обычную фуру он тягать не будет. Тем не менее, давай из интересного, что я уже заметил, пробежимся. Потом более пристально посмотрим. Из интересного, что сразу, скажем так, бросилось в глаза, это вот съемный передний противоподкатный брус. То есть вот он на пальцах зафиксирован, их можно вытащить. Вот с этой стороны покажи. И можно снять. То есть, по крайней мере, хоть он и присутствует, этот брус, возможность его демонтажа, ну, нам косвенно свидетельствует о том, что машина может эксплуатироваться где-то, скажем так, где не самые хорошие дороги. Вот, ну, то есть явно не по асфальту. Значит, ну, коль под низ заглянули, видно спереди балку. Для Урала, скажем так, непривычно без центрального редуктора, поскольку он просто отсутствует. Машина у нас с колесной формулой 6х4. Значит, мое упущение, я не посмотрел, чего производства эта передняя балка, но задние мосты, опять же, у нас все той же фирмы Handley. Ну, вот мы на днях с тобой делали обзор, значит, самосвала тоже Next с колесной формулой 6х4. Там тоже присутствуют мосты такой же фирмы. Вот, значит, подробнейший обзор самой кабины мы делали с тобой, наверное, год или полтора назад. Там синяя кабина такая, двухкабинка. Можно, наверное, посмотреть и тот выпуск тоже, да, если мы что-то забудем сегодня сказать. Это можно будет посмотреть там. Значит, у нас и передние мосты, и задние мосты уже со стабилизаторами поперечной устойчивости. То есть это, опять же, необходимый атрибут автомобиля, который эксплуатируется по более хорошим дорогам, нежели вездеход. Сначала я не понял, но потом сам себе, наверное, объяснил. То есть я подошел к машине, меня смутило, что такое маленькое расстояние между крылом и колесом. То есть вот видно, машина к нам пришла, здесь даже пошорканная немножко вот в этом месте. То есть потому что ходы у подвески, как бы, ну, скажем так, все равно не маленькие. А расстояние от края колеса до крыла явно меньше. Ну, я себе нашел такое объяснение, что, наверное, все-таки эти крылья временные, и их будут демонтировать. Да, ну иначе просто не объяснить. Ну что, ну сколько тут ход подвески? Ну вот здесь 10 сантиметров. Но учитывая, что
Ну, наверное, крыло, может быть, неправильно стоит, его можно сместить. Вот здесь оно уже задевает. Здесь вот край обода колеса, вот здесь вот видно чуть-чуть. Эта машина без нагрузки у нас, то есть чуть-чуть задевает. Если ее нагрузить, соответственно, крылья присядут еще ниже, они явно будут шоркать о колеса. Ну, я себе другого объяснения не нашел. Если наши подписчики, да, внимательно посмотрят, объяснят, то есть, может быть, конечно, я как-то неправильно трактую. Что можно еще рассказать об этой машине? Значит, нагрузка на седло, как я уже сказал, здесь 19 тонн. Значит, допустимое седло установлено Джост. Джост это хорошее седло. Вот. Ну, по крайней мере, если его сравнивать с тем же Орланди, да, то есть там негативные отзывы присутствуют, здесь как бы, ну, практически я бы сказал, что их нет. Значит, я немножко пробежался по характеристикам перед тем, как с тобой встретиться. Значит, общий объем топливных баков здесь заявлен 600 литров. Ну, бак с мочевиной уже привычный для нас. Как себя ведет машина с мочевиной, мы с тобой недавно обсуждали, беря отзыв у водителя КамАЗа с мерседесским двигателем. То есть, так или иначе, при отсутствии мочевины все-таки мощность двигателя падает. Ну, хорошо или плохо, наверное, все-таки с какой стороны посмотреть, с точки зрения наших экологов. Это хорошо, потому что это очищает выхлоп, да, с точки зрения того же водителя это плохо, потому что это дополнительная головная боль, которая может появиться где-то в рейсе, скажем так, да, если будет отсутствовать эта мочевина или она просто замерзнет. Так, значит, пойдем, ну что, в кабину пойдем или под капот заглянем? Пока не замерзнет, давай заглянем под капот. Значит, мы с тобой в обзоре на самосвал 6х4 говорили, что у нас очень много места в подкапотном пространстве, и туда влез бы двигатель побольше. Но вот мы сейчас с тобой посмотрим, насколько удалось, вернее, сколько у нас еще полезного места осталось после того, как туда установлен двигатель большей мощности. Значит, двигатель здесь стоит, как мы тоже в прошлый раз уже говорили, значит, лицензионный, ну, по крайней мере, за основу брался двигатель Renault EMZ 650. Значит, здесь модификация EMZ 653 установлена. Вот у нас грациозно Олечка залазит на капот. Я это всегда снимаю, потому что именно в этот момент мне дают камеру. Во всех остальных случаях у меня камеру либо отбирают, либо мне не разрешают снимать. Отдаю, возвращаю. Ну вот видно, что движок занимает чуть больше места. Значит, первые такие двигатели мы увидели на машинах Урал 6370. Значит, это, ну, наверное, года, да давно уже, с 2007 года, если он выпускается, я думаю, точно могу соврать, но, по-моему, с 2010-2012 годов у нас уже появились такие машины Урал 6370, где устанавливался этот двигатель мощностью 422 лошадиные силы. Значит, что мне запомнилось? На тех движках, которые приходили тогда, то есть прямо был шильдик Renault. То есть, да, я подозреваю, что тогда они еще приходили именно, может быть, даже реносские. Что я нарыл в сети про этот двигатель. То есть в большинстве случаев про сам движок, то есть двигатели эти устанавливаются и на автомобиле МАЗ, на определенные модели. Двигатель показался неплохо. Единственное, что здесь, скажем, вызывает проблемы, это люди пишут, значит, клапан EGR. Но я так понял, что это проблема не конкретно этого двигателя, а вообще это проблема всех дизельных двигателей, на которых устанавливается этот клапан EGR. То есть, ну или клапан по-другому, по-нашему, клапан рециркуляции отводящих газов. То есть смысл его какой? Для снижения выхлопа оксида азота и оксида углерода, фишку прикольно увидел, сейчас мы расскажем, вон, видишь это? Да, зелененькая воронка. Значит, для снижения выхлопа азота, оксида азота и оксида углерода, часть отработавших газов, она, значит, заворачивается обратно во впускной коллектор. Ну и таким образом, как бы, то ли дожигаются они, ну, то ли в процессе горения понижается температура горения, и за счет этого количество оксидов уменьшается.
То есть все водители однозначно на него матерятся, снимают его, демонтируют, потому что срок службы у него что-то 60, 70, 80 тысяч километров. Ну и в зависимости от качества солярки, чем хуже солярка, тем он быстрее выходит из строя. И его поэтому в большинстве случаев просто глушат и ездят без него. Там немножко возрастает расход топлива, но зато как бы пропадают все проблемы. Ну, понятно, экология ухудшается, но зато пропадают все проблемы, скажем, с его с эксплуатацией. Давай про воронку. Вот, да, увидели воронку, интересно, такого я еще ноу-хау вообще ни разу не встречал. Вот, ну приятно, приятно, видишь, воронка, то есть я так понимаю, что это сделана воронка, ну она прикреплена к горловине заливной омывайки, да, то есть смотри, видишь, бачок расположен как бы не совсем удобно, он расположен под газлифтом и, значит, не совсем удобно заливать. Но справедливости ради надо отметить, что диаметр заливной горловины в несколько раз больше диаметра воронки, и водитель, ну, будет тоже материться, опять же. То есть воронку можно было сделать с большей горловины. Там вообще, ну, когда мне все-таки интересно, иди сюда. Куда? Как? А я тебя обниму сейчас вот так вокруг и обойду. Давай, давай, вот сюда вот чуть-чуть пройди. Вот. Довольно, давай. Значит, Всё, я обтерла, мне кажется, уже все. воронка, подожди, это вообще это самая технологичная вещь в этой машине. Это надо снять, это надо почитать даже. Вот смотрите, воронка, диаметр 100 миллиметров, артикул написан, материал полипропилен, для использования в быту, срок годности не ограничен. Значит, изготовление май 2018 года. Хорошо, что мы увидели. Я прочитал, что изготовлено из полиэтилена, и я, значит, вспомнил, из чего, собственно, сделано все оперение пластиковое. Значит, здесь использован материал, я не знаю, может быть, это рекламное название. Значит, заводчане обзывают этот материал теленом. Телен, то есть якобы это высокопрочный пластик, который... И этот в том числе, вот я снял уплотнение, вот это вот тоже. То есть это же все пластик. То есть у нас же, я же тебе рассказывал, и, ну, всем рассказывал. Вот. И воронка из того же? Нет, воронка из другого. Просто я начал читать, и меня это навеяло на мысль. Блин, машину завели. Не будет слышно? Будет? Ничего? Значит, вот он силовой каркас, видишь? Вот он сварен. Металлический. Ну, как заявлено заводом-изготовителем, он оцинкованный. А вот это вот пластиковый обвес, который прикручен сюда. Вот. Значит, так что, ну, я уже говорил тогда, наверное, повторюсь. Наверное, в машине с колесной формулы 6х4 как бы это оправдано. Более-менее. Ну, пластиковый обвес. В случае с машиной 6х6 все-таки, наверное, чаще всего будут страдать крылья. Ну и водителям надо запасаться эпоксидной смолой и стекловолокном. Ну или сейчас помимо эпоксидной смолы продается еще, по-моему, полиэфирная смола она называется. Она более ядовитая, но более крепкая считается. Я почему знаю, я тут недавно дома из нее поделки рукожопил. Ну делал. Да нет, надо было мне там ну да, для дома там надо было делать. И я им покупал полиэфирную смолу, стекловолокно и делал. Так что вот в данном случае, если раньше можно было оперение там подварить, выправить кувалдой, постучать молоточком, заварить, зачистить, зашпаклевать, здесь такое не получится. Здесь где-то, если сломается, все-таки либо покупать новую, либо, собственно, стекловолокно, заплаточки, эпоксидочка, ну и все такое. То есть на таком Урале ты уже не нырнешь где-то на заледенелую, скажем так, речку, да, не протаранишь. То есть надо понимать, что если ты нырнешь, то скорее всего вот у тебя пострадают крылья, особенно, значит, нижняя часть, там, где крепится подкрылок. Я, честно скажу, я не знаю, но догадываюсь, что это такое. Вот, я хочу этот вопрос адресовать нашим подписчикам. То есть я вижу, что вот подходят силовые, значит, кабеля, потому что, судя по толщине, это силовые именно кабеля. Значит, ВО впускной коллектор.
Значит, где у нас турбина? Да, вон у нас турбина стоит. Это у нас интеркулер. Вот. Я думаю, что это какой-то предварительный подогрев воздуха. То есть там какая-то спираль, очевидно, стоит. Но это явно не датчики. Это, скорее всего, там стоит какая-то спираль предварительного подогрева воздуха. Возможно. То есть ребята, которые знают, пусть они в комментариях напишут. Значит, что я еще забыл сказать в прошлый раз. То есть я увидел вот эти вентиляторы, но сказать забыл. То есть и на автомобиле, котором мы в прошлый раз делали обзор 6х4, и на данном автомобиле, то есть вот это радиаторы, значит, охлаждение, это вентиляторы электрические охлаждения, значит, радиатора кондиционера. То есть здесь установлен кондиционер. И на той машине, значит, на самосвале тоже был кондиционер, да. Вот. Ну, опять же, можно повториться, что здесь подкапотное пространство уже занято больше, поскольку двигатель больше, да, но так или иначе все равно обслуживать как-то водителю будет не совсем удобно. Ну, как в принципе на любой нашей капотной машине, кроме, скажем так, я даже этого не знал, читал в комментариях, ребята написали, что у нас еще в советское время были зилы, у которых капот откидывался вперед, как на катерпиллерах. И был более полноценный доступ к двигателю. Но в противовес этого многие заступились, опять же сказали, что, значит, если посмотреть внимательно, здесь на внутренней части крыла висит много навесного оборудования. То есть стоит вот и фильтр, стоит и бачок ГУРа стоит, и воронка пластиковая, конечно. И то есть для того, если бы сделать это откидывающееся, то это все куда-то надо было переносить. Ну, то есть, очевидно, уже ближе к двигателю. Поэтому, ну, это все равно лучше, чем было. Это все равно какой-то прорыв, так или иначе. Значит, на той машине мы с тобой смотрели, там был подогрев лобового стекла. Здесь я его не вижу. Не вижу, наверное. Мы в кабину внутрь сядем. Да, наверное, в кабину сядем, мы это увидим. Значит, тут смотри, что сделано. Тут сделана омывайка. Вот она сделана прямо на щетке, получается. Вот видишь, трубочки идут. То есть из бачка, получается, омывающая жидкость будет попадать прямо на щетку. То есть где-то вот они, форсунки стоят, и они будут непосредственно в зоне щеток распыления делать. Значит, опять же, если верить нашим блогерам, рулевое управление здесь стоит турецкое. Ну, вот отсюда не вижу, давай-ка залезем. Если мы... А мы сейчас с тобой снизу, наверное, посмотрим табличку. То есть, якобы завод экспериментировал, пробовал ставить белорусское, пробовал ставить турецкое. Остановились на турецком, сейчас залезем, посмотрим. Предпусковой подогреватель двигателя стоит. Что тут у нас? Планар 14 ТС. Значит, 15,5 киловатт мощности. То есть он греет тосол, получается. На всех современных двигателях Урал идет подогрев только тосола. Если мы вспомним старые движки, EMZ236, EMZ238, там стоял предпусковой подогреватель PGD30, который помимо тосола грел еще масляный картер двигателя собственными выхлопными газами. То есть сейчас этого нет. Сделано это с точки зрения пожарной безопасности. Вот. Ну, как результат, время прогрева упало, но сгоревших машин стало гораздо меньше. Стоимость автомобиля на сегодняшний день 4 миллиона 400 тысяч рублей. С двигателем 422 лошади, если сравнивать с ближайшими иномарками, ну, примерно, наверное, ну, 6-7 миллионов будет стоить аналогичные иномарки. То есть они будут дороже. Опять же, что выбирать? Ну, это выбирать надо клиенту. Поскольку вот я недавно разговаривал с одним приятелем, он говорит, ну да, иномарка стоит дороже. Но у меня, говорит, на DAF, DAF, правильно, DAF же? DAF или не DAF? DAF? Мыло DAF есть. Мыло DAF есть. Ну, есть еще такой грузовик. Он говорит, у меня DAF первый, какого-то там дремучего года, прошел уже 1 200 000 километров. Говорит, я ничего не делал с двигателем, вообще ничего. Представляешь? Недавно звонил клиент мне, Илья, с города Кургана. Я ему поставлял, значит, Урал или сортиментовозы с бескапотной кабиной. Там были первые движки EMZ536. Он говорит, Костя, у меня эти движки уже прошли 200 тысяч. И я, говорит, с ними ничего не делал. Ну, то есть DAF 1 200 000 и EMZ536 200.
Вот. В общем, мы делали небольшой перерыв, съездили в соседнюю столовую, пообедали. Вкусно. Вкусно. Константин тефтели взял, печень говяжью, гречку. Что ты И я рассказываешь? то же самое. Сейчас все Сейчас все расскажешь. захотят, да, пени На заднее посмотреть. сиденье пойдем, как обычно. Там не... Мы недавно узнали, оказывается, Урал двухкабинка Next, она идет в двух модификациях. Ну, может быть, уже даже в трех модификациях, получается, в трех. То есть вот в данной машине здесь чисто спальная полка, ну, с рундуком, то есть ее поднимаешь, там рундук. В стесненных обстоятельствах встречаешься. Ну, как получается. То есть в этом... Хорошо, Нас даже уже фотографировали в таком виде. подожди, не смеши меня. Значит, в данном виде у нас присутствует полка для вещей и, значит, спальное место широкое. Значит, по длине мы уже говорили, что полноценный водитель, скажем, ростом 1,80 м, здесь будет, собственно, немножко тесновато, то есть в полный рост он уже не вытянется, немножко придется по диагонали ложиться. Так, ну, совсем недавно мы в такой кабине сидели уже, да? Что это я так высоко не падаю? А? Почему? Не знаешь? Вот у тебя как раз сидит, у тебя стоит сиденье с пружинное сиденье, то есть не на пневмоподвеске. Здесь, здесь пневмоподвеска. То есть здесь стоит такое же сиденье Граммер на пневмоподвеске. Тут написано сиденье ГАЗ, ну, наверное, газелевское сиденье, то есть обычное пружинное. Ну, смотри, интересно, здесь есть подлокотники. Давай немножко попортим целлофан. Значит, и здесь, в отличие от самосвала, да, или от той же машины, которую мы с тобой недавно смотрели, здесь отсутствует второе сиденье. То есть здесь есть проход очень удобный. Вообще удобно. Вообще удобный. И, в принципе, тут даже ручник особо не мешает. Хотя, вот сегодня мы разговаривали с водителем Сергеем, он говорит, лучше бы ручник, конечно, расположили слева от сиденья. Хотя вот справедливости ради, вот здесь есть место, вот руку мою покажи. То есть ручник можно было вот сюда поставить, наверное, и он бы ничему и никому не мешал. Вот. Здесь, в принципе, по большому счету он тоже не мешает. Ну, поскольку здесь всего одно сиденье, да, пассажирское. Но в варианте с двумя сиденьями, конечно, его отсюда лучше убрать. Значит, мы говорили об этом в предыдущем обзоре. Здесь управление на тросике. Значит, как он себя поведет, потребует ли регулировки тросовая. Значит, передача на КПП покажет время. КПП здесь, значит, ZF 16. Так. Что я забыл сказать в прошлый раз, то, что на этой машине кондиционер в базовой комплектации. Единственное отличие от полноприводного варианта автомобиля, это, значит, рычаг переключения передач находится на торпеде. В принципе, места много сзади, да? Единственное, я что не увидел, это воздушного подогревателя дополнительного. Наверное, при таком объеме он необходим. Так, а там его нету. Там его нету. Да, там нет, там зип, там, видишь, вот домкрат, противоподкатные башмаки, значит, шланги соединения пневматики. И, собственно, да, собственно, все. Здесь уместно вспомнить ураловскую двухкабинку, старую, которая была, которая вот здесь вот была, значит, ну, с элементом силовой конструкции кузова перегородка. То есть в некоторых случаях здесь было просто окошечко между этими кабинами, в некоторых случаях была панель. Вот. Это уже все-таки полноценная кабина большая. Единственное, что тут, наверное, лишнее в случае с этим тягачом, это, а может быть и не лишнее. То есть кому-то это будет лишним, кому-то не лишним. Вот надо отодвинуться, мне просто будет удобнее тогда. Я маюсь. Это остекление вот этого спальника. То есть кому-то это поможет, потому что будет, соответственно, больший обзор, то есть возможностей для маневра водителя будет больше. Кому-то это будет минусом, поскольку, собственно, стекло, спальник будет холодно. То есть тут будет, нет, не то, что тут повесят шторки, вот смотри, тут видишь, крепление для шторок присутствует, но вопрос, что стекло, если там будет холодно, здесь будет тепло, то есть это вечная проблема, значит, с отпотеванием, с водой, и ну, это не очень хорошо.
И на первых машинах, которые бескапотные пошли, Уралы, там та же проблема была. Когда пошли спальники, все спальники были со стеклом. Причем даже стекло было заднее. Потом со временем завод начал делать кабины уже без стекол. Может быть, здесь пойдут ну, тем же путем. Не знаю, время покажет. Вот. Ну, так-то как бы в целом. Я вчера читал приятный отзыв очень. Писал человек о машине Урал Next, правда, с колесной формулой на 4х4. То есть он, к сожалению, там ряд негативных моментов описал, что при получении машины с завода, он не у нас получал машину, он просто написал отзыв. У него было ряд косяков, то есть там у него, по-моему, проблемы были с тормозами. Вот, он писал, что одно колесо вообще не тормозило, ну и что-то еще по мелочам. Но после того, как это он устранил, вот он пишет, уже 2 года я езжу на этом Урале, и меня, говорит, берет гордость за отечественный автопром. То есть, вот именно он ездит на Урал Next. Поэтому, то есть, как, скажем так, есть и хейтеры, которые хаят, да, значит, продукцию нашего автопрома. Есть ребята, которые поэксплуатировали, и опять же они сравнивают, конечно, с тем автопромом нашим же, который был, и говорят, что, ну, это хорошо. То есть автопром шагнул вперед. Вот, мы тоже периодически шутим по поводу качества, ресурса и так далее, но всегда делаем оговорку. Надо сравнивать с тем, что у нас было, и с тем, что стало. То есть стало лучше. Кому было интересно это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал в YouTube. В поисковой строке самого YouTube набирайте русскими буквами Константин Про. Мой канал выходит одним из первых. Там я на заставке, значит, с довольным лицом, в красной кепке Полфингер и с щукой в руке на 2 с лишним килограмма поймал на Аргазях этим летом. Значит, также есть в соцсетях. И еще, кто интересуется грузовой спецтехникой, подписывайтесь на канал Уралспецтранс, место моей работы. Вот. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.